Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Лесты Гейм. Сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ, советская проходная прокачиваемая ветка Су-85, 5 левел. И прежде чем мы продолжим обзор по данной ПТ-шке, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если до сих пор не сделал. Ну а начнем мы данный обзор, как всегда, с изучения бронирования. Погнали! Итак, коллижн модель нашей ПТшки, ну и погнали. НЛД 62, рубка 61, вверху 66, маска у нас 98, 144, 150. Вот, люк-мехвод 64, здесь трак, борт у нас 45, 47. Ну, углов горизонтальной наводки не хватит, у нас нет поворотной рубки, чтобы от борта что-либо делать. Но в целом это картон, рубка НЛД, сильная только маска. И то против обычных снарядов не голдов. Голда нас 5-го левела будет преспокойно прошибать даже в маску. Кустовая ПТ-САУ. Так, с броней разобрались, брони нет. Смотрим основные модули. Поскольку кустовая ПТ-САУ и нам нужна подвижка, чтобы занимать позиции, качайте обязательно двигатель, топовую ходовую, топовую рации для связи с союзниками, которые нам будут светить. И нам нужна связь по дальнобойней, да. Ну и, конечно, нас интересует пушечка. А пушечка топовая здесь 7-го левела, ПТшка 5-го, то есть разница у нас в 2 раза. Соответственно, это круто. Альфа 180 на основном и голдовом снаряде, 300 на фугасе, 144 пробития на основном, почти 200 на голдовом, 44 на фугасе. На стоке пушка заряжается 6 секунд. Вот, 1800 ДПМ, 0.34 очень хорошая точность, 2,3 в принципе нормальное время сведения. По оборудованию, в этот раз я кустовую ПТ, поскольку это уже 5-й левел и это позволяет ставить сюда интересные оборудование, такое как там вентилятор, досл. Вот, я решил прям все сделать на пушку, на точность, я сюда, у нас и так неплохая незаметность в целом, поэтому рекомендую сюда улучшенный прицел, досл и вентиль. Я думаю, будет прям very best. По снарядам основной бронебойный летит целых 950 метров в секунду. Круто. Голда у нас подкалиберный летит 1188 метров в секунду. Вот, осколочно-фугасные снаряды летят 960-950 метров в секунду. Однозначно. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк, чтобы максимально раскачать возможности этой машины. Да? У нас 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. Теперь по плюсам, минусам вообще ПТшки. Кустовая, брони нету, все запомнили. Касаемо пушки, плюсы и минусы. У нас нету УВН и рельефных картах, естественно, на данной ПТшке будем испытывать определенные трудности. В остальном же хорошая скорость полета снаряда, отличное пробитие, особенно на голде. Вот, у нас комфортное время сведения, шикарная точность, тем более с таким-то оборудованием. Вот, пушка заряжается почти 5 секунд, там 4,88. Это у меня, опять же, по-моему, со штрафами, да. Я обзоры снимаю в подряд. Я пересаживаю экипаж с тачки на тачку на левел старше, и не успевает экипаж до 100% прокачаться. Это у меня есть штрафы. Он переобучен на эту технику. Да, но у меня есть штрафы, поскольку не прошло обучение на 100%. Вот. По ХП 460 очень мало, учитывая нашу броню, очень внимательно к этому относитесь. Нам нельзя принимать урон от врагов. По мобильности супер значение 55 вперед, 14 назад. Почти 17 лошадей на тонну, но набирает эта ПТшка свою максималку очень медленно, невероятно медленно. Прям даже хочется иногда турбину поставить, но нет, все-таки здесь лучше вот такое оборудование. По незаметности, у данного экипажа нету перка незаметности, вовсе не прокачан, я его снимал, не помню с какой ПТшки, по-моему с типа ПТ ОМОН, что-то такое переобучил, а там нет незаметности на том экипаже. Вот, по обзору у нас, ну поскольку на обзор ничего нету, будем надеяться только на союзников. 302 метра, мы супер слепые. Еще раз, ребята, играется как кустовая ПТ-САУ, вперед не летите, ничего не танканете, брони 0. Погнали в бой, посмотрим, как играется Су-80. Ё-моё. Ребята, обзор боем у нас. Су-85.
попали в сетап к шестеркам и семеркам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Для нас, конечно, такое. Мы внизу списка по левелу, но, блин. Ладно, едем на зелень. Лишь бы наши ЛТВ-то и СТшки нормально отыграли. Однозначно заряжаем голду. Без голды тут и ни туды, ни сюды. Посредственная у нас подвижность. Медленно набираем максималку. Слабый достаточно двигатель. Очень долго набирает максимальную скорость. Очень долго. Вот мы все набираем, ребят. 49, 50. Проехали уже треть карты. А только к 50 приблизились. Увы и ах. Охеренно. Ребят, ствол не гнется вниз. Надо что-то Блондим пока. Блин, в землю все летит. Уже распахал всю землю перед кустом. Там нет никого. Убили. Или где у нас средние танчики играют. Пунчики средние. Так вот. Пробитие. И он наигрался. Странно как-то враги разъехались. Город они просрали, зеленку могли выиграть, но не стали. Потеть даже за зеленку.
Здрасте. Все, победили. Ты 20 как на меня обиделась. Прям меня поехала убивать, а? Ой-ой-ой. Ну, ребята, какой-то такой бой непонятный. Я в атаке играл, а не как уставая ПТ-САУ. Да. Ну, мы уже не постреляем. Ну, по хорошему счету, это турбослив у врагов. Вот заодно посмотрим показательный бой, как мы в турбосливе успеваем настреливать. С нашей подвижностью, нашей пушкой. Ну, не очень много-то мы и настреляли, 1200, ну там сумма 1600, наверное, получилась. Хотя, как для пятерки, в принципе, норма даже. По-моему, там полторашку в среднем надо делать на пятерках. Вот, да. Ну-ка. Ребята, мы заняли почетное 4-е место. Да. Просто почетное 4-е место. В бою против старших левелов. На самом деле неплохо. Хорошая ли это ПТшка? Ну, честно говоря, на своем уровне, да. Пробитие хорошее, брони нет, понятно, да. Подвижность средняя, пушка достаточно точная. Для своего левела, для 5-го, комфортная машина, можно на ней проходить ветку, на ней спокойно отыграть и ничего страшного. Конечно же, попадая там к 6-м левелам, она еще себя чувствует комфортно, это ПТ-САУ. А вот когда эта ПТшечка попадает к каким-нибудь там 7-м левелам, и против них биться у нас начнутся, конечно же, проблемы, в первую очередь, с бронепробитием. Ну, смотря, опять же, против тяжей, да, против СТшек и ЛТшек, и ПТшек каких-то мы еще сможем играть. Вот, по 5-бальной системе из-за вот таких вот УВНов и в целом как-то все равно я поставлю там либо 3 с плюсом, либо 4 с минусом. Прямо сказать, что это супер имба, нет. Ребята, кто со мной не согласен, пишите свои комментарии под видео, какое вы используете оборудование в игре на этой ПТ-САУ. Вот. Конечно же, подписывайтесь на канал, вот, прожимайте лукас, а я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.